Добрый день, мои любимые. Меня зовут Луна. Вы на канале Таро для Леди. Таро и Леди, извините. Давайте сегодня сделаем такой расклад карт Таро. Будет ли долгожданное предложение руки и сердца? Ну, очевидно, что это расклад Таро для тех, кто или в отношении. Ну, или, скажем так, может быть, отношения и сейчас не совсем гладкие, но для тех, кто долгожданно ждет предложения руки и сердца. И для начала давайте посмотрим, что у вас сейчас, да, сигнификацию сделаем, чтобы вы поняли, что это ваш расклад. Сделаем такой раскладик на Таро Ленорман, да, на сумерках вишневых и еловых. Какая ситуация сейчас? Но Ленорман чем отличается от стандартной колоды Таро? То, что Ленорман невозможно делать коррекцию, потому я использую эту колоду только для сигнификации. А потом мы возьмем расклад карт Таро и будем уже разбираться и корректировать, чтобы, скорее всего, долгожданное предложение руки и сердца или состоялось. Ну, посмотрим, что же покажет расклад. Итак, что у вас сейчас в отношениях? Смотрим. Ну, смотрите, еловые сумерки показывают нам сад. Ну, к сожалению, это сад завявший. То есть что-то или долго вы в этих отношениях, да, и как-то они заходят в тупик, и вы бы хотели какой-то развязки уже. Или долго вы ждете того, чтобы он принял сознательное решение о том, чтобы построить вот уже реальную семью. Как-то так. Давайте больше мне покажите. Да, на развилке вы находитесь. Или он, или вы находитесь на развилке отношений или семьи. Вы думаете о том, стоит ли продолжать эти отношения, приведут ли они к загаданной цели. То есть или идти прямо, или налево. Надеюсь, это не буквально налево, а возможно, кто-то уже и пошел налево. Вот такая у нас сегодня ситуация. Смотрим дальше. Да, сгущаются тучи над этой ситуацией, над вашими отношениями, над тем, что происходит. То есть, не получая, естественно, того, что вы хотите, это начинает бесить. Да. Работать в одни ворота. Это сложно, это эмоционально сложно, хочется какого-то понимания. Дурные мысли лезут в голову, почему это не происходит, почему нет развития отношений. Вот просто оно у вас уже нагнетается, и море бурлит, и тучи. Все уже набегает к критичной точке, да, что-то нужно принимать решение, потому что часики-то тикают. Возможно, вы выражали себя по максимуму, да, и хотите получить соответствующий статус, да, чтобы планировать дальше жизнь, да, куда двигаться, свой сад, свой мир, свой дом.
строить планы о совместном будущем, планировать детей, не знаю, все планировать. Для этого нужно определиться, чтобы мужчина сделал вам предложение. Сколько можно пробовать, пора и... Да, но ситуация для вас как-то этого предложения выглядит так, как будто взобраться на прям вот гору и стать там победителем. То есть сложная ситуация, сложно вы видите к нему, но его решение о руке и сердце, или, возможно, вы реально считаете, что это пик будет ваших отношений, то, что будет предложение руки и сердца. Вот такая у нас сегодня ситуация. И сейчас мы посмотрим, надеюсь, леди, вы узнали себя. Если не узнали, можно поискать другой расклад. И давайте смотреть, будет ли предложение руки и сердца. Так, давайте возьмем вот эту колоду и посмотрим, что нам карты скажут по поводу того, будет ли предложение руки и сердца вашего мужчины, которого вы так долго ждете. Так. Ну, смотрите, карты почему-то показывают, что мужчина смотрит в какую-то другую сторону, ну или, возможно, это отношения на расстоянии. Или он реально именно в этой ситуации почему-то смотрит. Возможно, это перспективы вашего общего движения куда-то вперед. Это может быть отпуск, это может быть переезд. А возможно, он даже не смотрит на вас и не планирует предложение руки и сердца. Да? Давайте разбираться, что конкретно происходит. Нет. Это говорит о том, что мужчина сейчас, да, вот вторая карта сразу это раскрыла. Мужчина сейчас смотрит вперед и планирует что-то для вас общее. То есть есть действия с его стороны. И также рыцарь жезлов нам четко показывает, что, во-первых, есть к вам действие, во-вторых, что он вас сексуально очень хочет. Это однозначно. Смотрим дальше. Опять. Да, у него есть перспективы на будущее, но у нас вопрос не о том, что вы хотите, он хочет отношений с вами в будущем. Мы спрашиваем о том, будет ли предложение руки и сердца в ближайшее время. То есть на будущее карта отвечает однозначно. Давайте посмотрим, почему он медлит. Да? Возможно, вы знаете. Ну, это связано с деньгами. То есть он как-то видит по-другому и пока не может или обеспечить вашу семью, или не может, считает, что для создания семьи ему необходимо гораздо больше денег, или даже вот празднование свадьбы он пока не видит за что. Тут может быть два варианта. Это единственное, что его останавливает. Ему тяжело.
Ему тяжело из-за этого финансового положения. Ну, во всяком случае, он так видит, он вам может не говорить об этом. Ему тяжело принять это решение из-за финансового положения. И покажи мне его чувства. Они есть вообще? Ну, чувств тут достаточно. По рыцарю кубков чувства есть. Что еще хотят нам карты сказать? Ну, то, что сексуально он вас хочет, то, что он прям так агрессивно настроен к вам, что вы его женщина. Давайте смотреть дальше. Что же ему, чем ему-то помочь? Давайте смотреть. Ну, тут как-то показывает, что и вы уже не видите даже этих шансов, его какой-то эмоций. То есть вам нужно выйти из состояния того, что вы не верите в это. То есть вам нужно показать, что вы искренне это хотите. Что еще карты нам хотят сказать? Да, то есть буквально карта союз, что вы хотите официальный союз с ним. Ну, или съехаться вместе, или официально расписаться, или отпраздновать свадьбу. Вам нужно об этом сказать ярко. Давайте разберемся, чтобы это сильно ярко не получилось. Давайте смотреть. Карты говорят о том, что вам нужно, что это такой мужчина, который все взвешивает. Вам нужно ему показать плюсы того, что вы будете официально вместе. Какие плюсы после того, что у вас будет предложение руки и сердца? Но, говорят, нужно это делать методично, плавно, по умеренности. То есть вот каждый день по чашечке доливать позитивных моментов, которые будут в случае, если вы станете, будет предложение руки и сердца, и негативных, какие будут, если не станете. Но постепенно, девочки, не сразу. Что еще карты нам хотят сказать? И после этого он уйдет в раздумие. После этого он уйдет в раздумие. То есть фактически он сейчас даже не думал об этом. То есть как-то вы ему и не доносили. То есть он, может, говорил, что думает об этом, но у него было больше причин, почему нет, или как-то съезжал с этой темы. Потому что, в глубине, в душе он пока не видит, как это создать. Он не хочет, он не видит финансово, не видит перспектив его. Но это карта ухода. Но карты говорят о том, что не уходите, подождите. Подождите, все будет.
Это может карта говорить, что он, когда думать, тоже может уйти, к сожалению. Так. Вы единое целое. Вот карты говорят, не уходи. Вы созданы друг для друга. Да? Вот. Вы единение. Единение душ. Куда ж уходить? Практически мужчина ваш по судьбе. Тут выпадает карта магии. Это может говорить о том, что нужно задействовать все способы. Это не буквально значит, что магические способы. Коррекцию, естественно, мы сделаем. Коррекция — это не та магия, которая кажется. Но также эта карта может говорить о магическом каком-то воздействии или влиянии на него каких-то внешних факторов, родителей, знакомых, не знаю, другой женщины. Давайте посмотрим, о чем это. Возьмем оракул. О чем маг нам хочет сказать. Карту мага всегда, когда он выпадает, нужно проверять. Когда нелогично, внезапно появляется. Опять те же тучи над вами, которые вначале показали. И эти тучи, смотрите, тучи, да, над вами сейчас. И это только, карта айсберга, это только верхушка. Вы даже не подозреваете, что происходит внутри. Какой масштаб проблемы. Сейчас разберемся, что ж там за проблема-то такая. Карта пустыни, одинокой дороги вперед. Это чья дорога? Ему родственники, карта дерева, да, карта рода. Ему родственники говорят о том, что чтобы он шел дальше один. Что его дорога одна, что они не видят дороги с вами. Но все закончится хорошо. Так, я думаю, с раскладом на этом нужно заканчивать и переходить к корректировке. Так, что у нас тут? Его мысли, действия о будущем мы оставляем. Давайте уберем то, что он переживает, что ему тяжело из-за медленных денег. Ставим ваши чувства, его чувства к вам. Ставим действия к вам. Уберем вашу апатию, уже усталость от этих отношений, что то, что вы уже не верите. Ставим действия, и действие у нас будет союз. Да? Советы карт, что нужно взвешивать, потихоньку лить его, медитацию, раздумывание над этим. Давайте уберем отход его, ваш, не знаю, расклад общий. И чтобы это его раздумие закончилось тем, что он понял, что вы единое целое. Давайте магию, точнее то воздействие, которое на него оказывают родственники, мы увидели, мы тоже заберем. Смотрите, мужчина, расклад получился. Мужчина думает о будущем с вами, действия принимает, чтобы ваше планирует будущее.
испытывает к вам эмоции, хочет с вами союза, действия делает. Вы ему взвешенно рассказываете об этом, он уходит в состояние обдумывания и принимает решение, что вы единое целое. Так, убираем этот расклад уже совершенный и работаем. Давайте еще раз посмотрим, что у нас тут. Тяжело зарабатывать деньги, убираем. Отход чей-то убираем. Воздействие родственников убираем. Вашу апатию и неверие в то, что это произойдет, убираем, девочки. Так, сосредоточились. Я ищу я ищу карту Верховного Суда. Вы, пожалуйста, успокойтесь, ровно дышите, слушайте меня потом внимательно. Также можно будет включить субтитры и за мной повторять. Давайте. Так, вот видите, сколько всего нужно. Ну, кстати, не так много. Уже видно, много вы прошли, чтобы убрать вот эти штуки, все препятствия. Так. У меня карты падают. Карта Верховный суд и карта мир. Сейчас я чуть сосредоточусь, вы тоже, и приступим. Обращаемся к высшим силам, к силам рода, к ангелам-хранителям. Пусть все хорошее беспрепятственно проявится в жизни у всех, кто смотрит это видео. Просим убрать все препятствия, которые показал расклад карт Таро. Просим, чтобы все мечты сбывались, чтобы жизнь стала счастливой, чтобы эти люди были вместе парой, чтобы вы любили и были любимыми, чтобы всегда хватало денег, чтобы их на все хватало. Убираем препятствия по Верховному суду. Если это не по судьбе, просим открыть новый путь. Да будет так. Да будем так, пишем в комментариях. И сейчас проверяем, получилось ли у нас убрать те препятствия, которые показал расклад карт Таро. Ну, карты нам показывают, что медленно, мало денег переходит в много денег. И будет союз. Ну, видите, с первого раза получилось. Если, девочки, вы морально чувствуете, вообще обычно, то есть в течение где-то 3 месяцев это происходит. Если вы чувствуете морально, что ну вот там даже ваши есть препятствия, да, что оно не отходит. Еще раз прослушайте этот участок. К нему всегда можно вернуться в любое время. И не забываем писать в комментариях. Спасибо, да будет так. И также подписывайтесь на меня, Луну, на мой канал Таро, Таро и Леди. Пускай все будет хорошо, будем строить нашу жизнь вместе. Спасибо за комментарии и лайки. Счастливого дня, безумно счастливой ночи.